Что, все, начинаем, что ли? Блин, дай хотя бы футболку переодену. Друзья, всем привет! Давно уже не было у нас новых выпусков, и по интересным обстоятельствам новый выпуск и снова с Альбертом. На самом деле это очень классно. С последней нашей встречи мы очень сильно сдружились с Альбертом, он очень часто приезжал к нам в гости в ателье. Вообще, на самом деле, произошло еще очень многого, однако нас сейчас интересует именно его новый МАН. Мы давно уже ждали новую машину, когда он ее купит, да? Большое количество людей просили нас выпустите ролик с МАНом. Не знаю, как так сложилось, но мы этому очень рады. Мы договорились с Альбертом, что он приедет в субботу утром. Как вы знаете, в субботу и воскресенье наше производство не работает. Я попросил наших ребят, нашу команду выйти в субботу и воскресенье, чтобы уже начать работать над машиной, потому что сроки были у нас очень сжатые, очень короткие. Мы изначально договорились с Альбертом, что машину мы сдадим во вторник. Я тогда вообще даже близко не понимал объем этой работы, как оказалось, ее намного больше. Мы на самом деле вообще не знали, за что взяться, и первым делом мы взялись за разбор самой машины, потому что очень-очень много получилось нововведений. Эти все наши наработки, которые мы раньше не выводили на рынок, каретная стяжка, объемные 3D-карты и так далее. На улице было очень холодно, там просто было невыносимо, камера, конечно, этого не передаст, но я думаю, вы это прочувствуете. Да, я думаю, что разбираем. В смысле вывалится? Не будет держаться там. Мы типа не поймем где, да? Сейчас кресло будем вытаскивать, рельсы нужно будет выпрямить ровненько, чтобы двери ничего не поцарапать, проемы. Аккуратно вместе вытащим. А у него уже стены. Не, от сидушки саму открутить надо. Просто ключ, что ли, и все? Ну давай, ладно. Можно было опустить, да? Давай сначала все 4 слайпа, потом... Вылетает? Ой, прошу прощения. Все. Тихо. Все. Я же спустился. Или мне еще спуститься? На корточке? На карты? Че, Тимур, может пока кресло заберем с тобой? Смотри. Не особо. Аккуратно, да. Только не урони. Если будет тяжело, лучше скажи. Тихо. Металл не поцарапайте, да? То есть на самой машине белый. Ага. Да, КамАЗ в этом плане силен. Чуть-чуть обкакался. Я на камеру заснял. Что-то вроде не видно. Опа! Заглушка снялась, да? Блин, она вообще перетягивается, в принципе, легко. Но будет не в тему. Ну как хитро. Я же не научился. Научился. По каретной стяжке я тоже очень сильно заблуждался. Я думал, что мы сделаем первые свои наброски в ателье, и когда начнем уже пускать их на поток, мы поедем просто к себе на стоянку в Тургай, где у нас розничный магазин, отсканируем все машины сразу, и у нас будут все каретки. Оказалось, все не так просто, так как на каждой машине свой монтаж. Если мы уже делали DAF, с DAF там все просто. Там делается каретка, присверливается на сам спальник, и все. В МАНе же идет очень хрупкий каркас самого матраса, к которому нельзя присверлиться. И нам приходилось придумать что-то интересное
интересное. Ну, у нас это получилось отлично. Я думаю, даже получилось надежнее, чем в остальных машинах. Какие варианты мы экспериментировали? По стандарту обычно просто перетягивается вся часть спальника, получается просто каретка. Второй вариант, который мы делали, это, опять же, перетягивается, делается отверстие в виде круга, объемное отверстие, и туда уже внутрь встраивается логотип. Логотипы тоже могут быть разные. Это может быть вышивка, может быть объемная деталь, может быть объемная деталь, перетянутая уже кожзамом. Вариантов здесь достаточно много. На серийное производство мы пока еще не знаем, что именно запустить. На самом деле все это было в виде тестов, то есть мы пока прикидываем, мы пока примеряемся. Если с каретной стяжкой мы еще как-то взаимодействовали у себя в ателье, в отделе разработок, то ленту каретной стяжки мы раньше не прикрепляли. Однако в моем недалеком прошлом у меня был очень хороший опыт со светодиодной продукцией, и с лентой, в принципе, я на «ты». И единственная проблема, которая закрадывалась аккуратно и в итоге вылезла очень большим комом, это проведение, монтаж этой светодиодной ленты. Казалось бы, сделать дверную карту, палку с подсветкой — это несложно, а вот провести их через всю машину, не зная самой машины, вот это было очень интересно. Но вы это все увидите в нашем выпуске. Я, конечно, первый раз дверные карты высверливаю. То есть первый раз я сверлил вообще на фокусе у себя, но это было так давно, что, наверное, профессионалы сейчас надо мной посмеются. Но, по-моему, это делается так. Я, кстати, понял, что с Альбертом мы это не согласовываем. Так быстро уехал, что я не успел спросить, можно будет это делать или нет. Огонь! Возьмешь вот прям свалит, чтобы это понял. Здесь тоже все вниз. Через низ. Без сидушки, кстати, классно монтировать. Сидушка чуть сложнее.
А это ман хороший, да? Всегда. 12? Все подсоединено. Человек не хочу этого слушать, если честно. Согласен. While your feet are stomping and the jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Изначально я подумал, что мы проведем проводку буквально за пару часов, и поэтому я откладывал на потом, считаю, что это самая быстрая работа. В итоге мы начали все поздно вечером, и, как вы уже видите, мы закончили это все с лампами. Было очень холодно, было очень темно, неприятно, но мы все-таки это сделали, потому что каждый день мы думали, что завтра утром мы отдаем машину. И так длилось 1,5 недели. Объемные дверные карты с подсветкой. Тут мы будем еще экспериментировать, так как не на каждую машину можно такое сделать. Мы примерно набросали списочек, на какие машины хорошо подойдет. Сейчас у нас, кстати, в разработке КамАЗ К5, а там вот с дверями мы до сих пор не знаем, что делать. Завтра приедет машина, и мы посмотрим, что можно там придумать. Это я к тому, что, возможно, не на все машины получится сделать такие объемные дверные карты. А также на дверях мы перетянули подлокотники. Большинство нашей работы осуществляется удаленно, то есть мы отправляем своим клиентам заказы в другой город, в другую страну и так далее. Перетяжка подлокотников там на самом деле достаточно такая трудоемкая, и получится ли каждого клиента это делать без нашей установки, мы еще не знаем. То есть это все в виде эксперимента у нас получилось. Вот. По самой подсветке. Сейчас модно, чтобы у всех современных стримеров было на заднем плане подсветка, желательно RGB, чтобы все переливалось, было так интересно. Теперь и ты, Альберт, настоящий современный блогер. Давайте отдельно разберем по каждому блоку. По шторам. Ламбрекен спальника, который мы называем сваг. Ну, их на самом деле очень многие называют свагами. Когда у нас был прошлый выпуск с Альбертом, мы ему также делали шторы сваги. Однако многие наши клиенты знают, что заказы после этого мы не принимали. Почему? У нас менялся персонал, который шил эти шторы, и когда-то мы могли их делать, потом не могли, опять не могли. На самом деле сейчас мы их тоже не могли. Мы так и не нашли швей, которые хорошо бы исполняли эту продукцию. Однако мы открыли для себя новые таланты. Одна из новеньких швей, которая работает у нас совсем недавно, которая занимается пошивом чехлов, краем глаза увидела, что мы ковыряемся с этими свагами, разрабатываем их, и изъявила желание нам помочь. Как оказалось, в ней скрыт огромный талант. В далеком прошлом у нее было свое шторное ателье интерьерного типа, и у нее очень большой опыт. По коврам тут все довольно просто. Кто давно за нами следит, вы, я думаю, и так уже знаете, что на MAN TGX мы не делаем не первые ковры. Я уверен, что очень многие клиенты, у которых сейчас стоят эти ковры, смотрят это видео. Единственный момент — дополнительный коврик на шахту, то есть центральную часть. Мы их стараемся не делать без примерки. Тут у нас машина стояла 1,5 недели под боком, мы перемерили все, что могли. Соответственно, мы посмотрели, что холодильник действительно открывается нормально, ничего не задевает и можно ставить. Мы серийно не производим центральные коврики на шахту, однако, если вам все-таки хочется, вы можете связаться с нашими менеджерами и индивидуально обсудить этот заказ с ними. Ну и, наверное, самое вкусное — это наша новая серия чехлов. То есть чехлы, каркасные чехлы. Мы уже, наверное, месяца 3 делаем видео про эти чехлы, чтобы более подробно разобрать, рассказать, раскрыть, из чего они состоят, для чего они вообще нужны и что это такое. Если коротко, это наивысший вариант для чехлов, который очень максимально приближен к перетяжке салона, но в нашем случае перетяжке чехлов. Если брать MAN, именно этот MAN, да, его кресло состоит вообще буквально,
из чехла. То есть там просто натянут чехол, 2 крепления, которые напоминают перетяжку, но на самом деле в очень многих моментах он стоит мешком. И наши каркасные чехлы затянули родную обивку еще сильнее. Да, обивка от Маны, конечно, приятно удивила. Шутка. То есть по факту это просто чехлы. То есть видите, никаких дополнительных креплений у Маны не идет. Мы сейчас будем устанавливать каркасные чехлы, и они, получается, по монтажу будут крепче и надежнее, чем родная обивка. То есть он не будет вот так вот отходить, то есть как здесь, вот, грубо говоря. Ну вот на сидушке, в принципе, видно, что тоже никакого крепления нет. Вот он на елозе туда-сюда. То есть держится только вот за счет этих боковых частей и вот этой втяжки. То есть здесь, да, тоже есть 2 втяжки, то есть вот раз, вот 2. Мы сейчас можем посмотреть, вот она. То есть вот оно единственное крепление. Ну, не единственное, в смысле, сейчас еще второй такой же, но единственный тип крепления. Не буду здесь углубляться в подробности. Я думаю, после этого ролика буквально через неделю-полторы мы выпустим уже ролик с каркасными чехлами, где разжевываем все по полочкам. Смотрите. На самом деле получилось еще долго, не только от того, что мы не знали, что делать. К нам приезжали также обычные клиенты на сканирование, на примерки и так далее, и так далее. То есть мы просто разрывались. И выходило так, что приезжает машина на примерку, ее нужно поставить возле ателье, чтобы протянуть кабель, что-то еще, чтобы была работа феном. Я звоню Альберту, говорю, что нужно переставить машину, так как нет у нас свободного места. А он был занят. И выход у нас остался один, садиться самим за руль. То есть первый опыт был достаточно интересный. Раньше я не сидел за большегрузом ни разу. На самом деле на Мане оказалось очень просто. Обычная коробка автомат, ничего сложного. Если первые разы было немножко страшновато, то на следующие дни приходилось переставлять и переставлять. Нам уже захотелось просто покататься на ней по городу. Минус 2? До 90 что ли? Нету сейчас. Как немножко сдвинуться, можно ехать, по идее. Ага, все понял. Есть, он нам объяснил, а я забыл, слушай, подожди. Не-не-не, это нет, он объяснял кнопка. Блин, вот это, нет, это не то. Туру-туру-туру-ту. Не, я же просто ищу. Вот это, по-моему. Давай. Да, он на максимуме получается у нас. И на лобач, все нормально. Че, едем? Давай. РМ, это что такое? R-механика? R ручная, это R. Аккуратно. Тормоз держи. Я присяду, блядь. Это оказывается. Там машин нет, нормально все? Вроде нету. И у меня вроде нет. Здесь же трактор накидал. А я думаю, что колеса влево смотрят. Ты. Все, стань. Вообще этот проект очень сильно показал, насколько нам не хватает большого бокса, куда можно загнать голову и спокойно с ней работать. Потому что на улице было просто дичайше холодно, при этом постоянно мешался снег в самой кабине, было очень неудобно работать, особенно ночью. Приходилось вытаскивать лампы в этот холод и так далее, и так далее. Короче, это вообще труба, это жопа полная. Когда мы брали это помещение, оно было для нас большое. И здесь очень большие ворота, в которые, в принципе, легко заезжает голова. Но мы настолько быстро выросли, что
что, в принципе, там уже все заставлено, и никакой, даже легковая туда не влезет, о каком большой грузе говорить. Самое жесткое и самое веселое было, это самый последний день, точнее, последняя ночь. За день до этого Альберт сказал, что все, уже получил загрузку, ему нужно выезжать, и во вторник утром он забирает машину. А как вы знали, то, что суббота и воскресенье были выходные, а понедельник был 8 марта. То есть никого нет на производстве, никто не работает. И вот, все-таки самые отважные люди решились выйти в свои праздники, в свои выходные дни. Мы очень долго ковырялись еще с чехлами в понедельник, с их разработкой. И у нас получилось подготовить крой для пошива только ближе к вечеру. Марина, о которой вы уже все знаете, села шить чехлы и закончила уже их с закатом. И такой финал. Стою я вечером, время 7 часов, у меня комплект чехлов, все разошлись по домам, никого нет на производстве. А завтра утром Альберт забирает машину. Мне пришлось остаться с ночевкой и всю ночь ставить эти чехлы. В итоге получилось как-то сумбурно. Я спал за ночь, я все-таки прилег, я поспал 1,5 часа, а к утру, когда пришли ребята, я чехлы так и не установил. Я не знаю, почему не получилось у меня за всю ночь поставить чехлы. Да, я их поставил наполовину, но почему так быстро бежит время ночью, я так и не понял. В конечном итоге, когда приехал Альберт, у нас еще не была полностью готова машина, он даже где-то что-то нам помогал, я думаю, вы кадрики видели эти, да? И мы вместе дособирали его ман. Я хочу извиниться перед всеми подписчиками Альберта за то, что у него не выходило очень продолжительное время ролики. Это наша вина. Мы задержали его машину, здесь было очень много работы. Помимо наших стандартных ковров, там чего-то еще, было очень много нововведений, таких как дверные карты, спалка, каретка, и все это еще и светящиеся. Вот. Но сейчас машина уже готова, поэтому, Альберт, принимай работу, оценивай и давай какие-то свои комментарии. Нам очень интересно. Во-первых, Руслан, хочу поблагодарить тебя и весь твой коллектив, все те ребята, которые все это время занимались этими делами. Это, действительно было очень здорово. С одной стороны, я очень сильно спешил, потому что это не день, это не 2, это больше недели, там 10, там 12 дней. Но... Договорились на вторник, потом перешли на четверг, по-моему, потом еще пятницу взяли, в итоге во вторник вообще. Я сторонник одного. Каждый человек должен заниматься своим делом. Когда электрик приходит, что-то делает, не надо ему мешать. Когда портной шьет, не надо ему мешать. И я не хотел все это время тебе звонить или там торопить тебя, потому что это все-таки в первую очередь, я считаю, творческая работа. Все это раскройка, все это там шьют, утюжат, гладят, перешивают, строчат там, понимаешь? Это все рождается в твоей голове, это все реализуют твои ребята, твоя команда, и получилось, мне кажется, просто супер. Волей-неволей я просто иногда сижу и думаю, ему надо так, ему нужно это сделать, ему нужно это сделать, понимаешь? У меня, я, знаешь, уже начинаю думать за тебя. Я думаю, что тебе не нужно останавливаться только на таких коврах, а нужно заниматься каким-то аэрографией, автомузыкой, именно по тягачам, заниматься там другим наружным тюнингом и всего остального. Короче говоря, я тебе желаю всего этого, чтобы ты на этом не останавливался, чтобы ты рос, чтобы компания твоя была самой лучшей, самой прекрасной. Для меня Пегастрак — это компания номер 1 в России. Огонь. Для меня. Я считаю, что... Потому что вы качественно шьете. Первый раз, когда ты мне шил, я посмотрел, я был просто очень доволен. Как строчка лежит, как все зашито. Потому что, до этого я оставил себе какие-то там чехлы, где-то торчит, где-то там подпирает, где-то там еще что-то. Но у вас все сделано очень прекрасно. Благодарность твоей команде, всем тем ребятам, которые занимались именно моей машиной. Это Айрату, Денису, Тимуру, Марине, которая 8 марта вместо отдыха занималась пошивом всех этих. Но я зашел, извинился и сделал небольшой презент. Мы, кстати, на видео не снимали, да? Это было тоже классно. Поэтому, ребята, молодцы просто. Я знаю, что ты не спал, ты был там, ночевал там. Да, это было круто, это было вообще здорово. Это вообще прекрасно. Что сказать, получилось просто идеально. Мне очень нравится. И двери. Ты придумал этот логотип.
вот, индивидуал. Ну, опять же, как придумал, я как раз нашел его на выставке новых манов, когда их выставляли. Но все равно это плод твоей фантазии, и она реализовалась в дверных картах моего автомобиля. Вот, поэтому получилось, мне кажется, просто круто. А по поводу спальника, получилось тоже офигенно просто. В России я не видел. Ты знаешь, вот у нас в России тюнинг автомобиля заканчивается, ну как тебе сказать, одним словом, Russian style, да, русский, В импеламе. да, вымпелами и надписью там это самое, Кашей. работаем за кашу, да, вот. Это у нас на этом все, на этом и заканчивается. Я всегда замечаю иностранные автомобили, которые затюнингованы, и ты смотришь на них, да, и я вот сравниваю тюнинг наш российский, тюнинг европейский, да, и разница очень большая. Если у нас все ограничивается кашу, то у них делаются реальные вещи наподобие вот кареты. Вот то, что вот ты сделал, это сделано просто идеально. Знаешь, вот твоя работа и мой канал в тандеме меняют представление о дальнобое, о российском дальнобое. Потому что многие, особенно на Западе, где-то там, наверное, думают, что у нас там российские дальнобойщики ходят там с банками на коленках, небритые, там, немытые, с ногтями, там, интернет у нас здесь по талону, понимаешь, вот все такое. И на одних КамАЗах ездят. да, И на старых. одних КамАЗах только есть. На самом деле это не так. Я знаю, я встречаю наш российский дальнобой, наших российских дальнобойщиков. В основном это те ребята, которые часто мотаются за границу. Вот, я вижу, как они тюнингуют свой салон, как они делают. Даже вот те наши российские ребята, которые катаются только по России, благодаря твоей компании, вот, они тоже тюнингуют свой салон. Вот. Ну, без этой кареты, конечно, карета впервые у нас сделана, но так качественно, так со вкусом и красиво. Короче говоря, одним словом, ты делаешь очень большой вклад в развитие дальнобойной субкультуры России, я тебе так скажу. Я тебя немножко перебью. Не я, мы, наша команда. Я вот сейчас понял, насколько ребята у меня крутые. Поэтому я каждый раз буду говорить мы и только мы. У меня тоже спрашивают, почему ты постоянно говоришь мы? Мы едем, мы там двигаемся, мы остановились. И я тоже придерживаюсь этого, потому что мне кажется, что у меня в кабине, в спальнике, когда я еду за рулем, сидят 400 тысяч моих подписчиков, поэтому я всегда говорю мы. Это, кстати, очень хорошее качество. Да, я с тобой полностью согласен. Короче говоря, я тебе и твоей команде желаю только здоровья. Без здоровья не будет абсолютно ничего. Новых творческих идей, чтобы твоя муза тебя никогда не покидала. Вот. Огромное спасибо еще раз всей твоей команде, тебе лично. Вот. Марине опять отдельная благодарность. Вот. Вы, ребята, крутые. Pegas Forever. Круто. Благодарю.